Китайская компания Great Wall на автошоу в Чэнду представила новый 5-метровый рамный внедорожник Tank 500. Автопроизводитель подтвердил технические характеристики и показал трехрядный салон, который оказался неожиданно роскошным. Ранее автомобиль был анонсирован самим же Great Wall под индексом 600. Однако, почему этот внедорожник лишился прежнего звания, в компании не рассказали. В прошлом видео, где я рассказывал про дизайн и габариты Tank 500, я проводил аналогию с Land Cruiser 300. Теперь, когда китайцы представили интерьер, по восприятию салона новинку тоже можно сопоставить с 300-кой. Tank 500 предложит 7-местным салоном. Кресла обиты натуральной кожей, а также есть вставки под дерево. Модели досталась мультимедиа-система с огромным тачскрином диагональю 14,6 дюйма, виртуальная приборка на 12,3 дюйма, аналоговые часы, встроенные между центральными дефлекторами обдува, и хрустальный селектор коробки. Также есть проекционный дисплей, 4-зонный климат-контроль, причем на втором ряду настройки температуры и интенсивности обдува отображаются на 7-дюймовом экране. Подогрев и вентиляция сидений первого и второго рядов, а также панорамная крыша. Также Tank 500 может похвастаться автопарковщиком, матричными светодиодными фарами и внутренней камерой, определяющей по лицу водителя степень усталости и уровень концентрации внимания. Длина новинки составляет 4878 мм, с опциональной запаской на корме 5070 мм, ширина 1934 мм, высота 1905 мм. 7-местный Tank 500 может преодолевать брод глубиной 800 мм. Заявленный дорожный просвет 224 мм на 18 колесах размерностью 265 на 60. Под капотом продольно расположен безальтернативный 3-литровый V6 на 354 силы и 500 Нм момента. Он имеет комбинированный впрыск, 2 турбонагнетателя и 48-вольтовый стартер-генератор. Двигатель сочетается с 9-ступенчатым автоматом и системой полного привода. Передняя подвеска независимая и пружинная, сзади неразрезной мост. Предусмотрены блокировки межколесных и межосевого дифференциалов, еще есть понижающие передачи. При этом для разных внедорожных условий предусмотрено 11 режимов работы трансмиссии и мотора. На первых фирменных снимках модели была показана однотонная серебристая версия с запаской, а в Чэнду представили более роскошный двухцветный вариант в стиле Maybach GLS. Его отличает отсутствие запаски на пятой двери, решетка радиатора и выдвижные подножки. На китайском рынке внедорожник Tank 500 появится к концу этого года. Появление 500-ки в России возможно. По крайней мере, младшую 300-ку уже показали российским дилерам. Что вас больше всего впечатлило в новинке? Интерьер или внешность? Напишите свое мнение в комментариях. Также не забывайте подписываться на канал, если еще не подписаны, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии.